Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать очень нежный, красивый 3D цветочек. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров 50 граммах, крючок 1,4. Покажу варианты этого цветочка из ангоровой пряжи, из пряжи секционного крошения. И покажу варианты лепестков. Начинаем выполнение с 4 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем. Раз, два, три, четыре. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу выполнять первый ряд. Я выполняю одну воздушную петлю, и в мое колечко я провязываю 6 столбиков без накида. Аккуратненько, не спеша считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выполнили. Я выполнила 6 столбиков без накида. Далее очень внимательно я пропускаю воздушную. И вот моя вершинка, видите, первого столбика. Вот ближняя или передняя полупетля и задняя. Я захватываюсь только за заднюю или дальнюю полупетлю и выполняю соединительную. Вот передняя полупетелечка остается свободной. И могу приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд я выполняю, опять же, начинаю выполнение с воздушной. И теперь за дальнюю полупетлю буду провязывать 2 столбика с общим основанием. То есть первый столбик без накида и второй столбик без накида за эту же полупетлю. И в следующий столбик я ввожу крючок и опять же выполняю 2 столбика без накида за дальнюю полупетлю. И так мы с вами вяжем по 2 столбика до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение второго ряда. Ввожу крючок, обратите внимание, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика и при этом захватываюсь за 2 полупетелечки. Выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Прежде чем приступить к выполнению третьего ряда, обязательно проверьте, у вас должно получиться 12 столбиков без накида и 6 свободных полупетелечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень внимательно, обязательно себя проверяйте. И мы начинаем выполнение третьего ряда. Воздушная петля. И вершинку этого же столбика я выполняю столбик без накида. Все столбики здесь мы провязываем за обе полупетелечки. В следующую вершинку я выполняю 2 столбика без накида с общим основанием. Далее столбик без накида. Далее 2 столбика с общим основанием. Раз. И в эту же вершинку 2. Далее опять столбик без накида. И раз, два. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение третьего ряда. Пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика. Выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. И приступаю к выполнению четвертого ряда. Для этого я выполняю воздушную и вершинку выполняю 2 столбика с общим основанием. Раз, два. Далее 2 столбика ровно. Раз, два. Далее 2 столбика с общим основанием. Раз. И в эту же вершинку 2. Далее 2 столбика ровно. Раз, два. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда.
Я завершаю выполнение 4-го ряда. И как обычно я ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную. Мой 4-й круговой ряд завершен. Я могу приступить к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд это у меня лепестки, выполненные в 3D формате. То есть это навязочки у нас с вами будут. Я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее, помните, да, наши вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 полупетли. Я ввожу крючок в самую первую полупетелечку. Вот она. И беру поудобнее, выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Напоминаю, это вот наша полупетля. Далее я работу разворачиваю вот таким образом. И под арку из 5 воздушных выполняю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее я выполняю воздушную и работу разворачиваю. Вот таким образом. Далее в самую первую вершинку я не пропускаю ни одну вершиночку, а в самую первую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно. В следующую вершинку я выполняю полустолбик и столбик с накидом в эту же вершинку. Далее я выполняю 3 раза по 2 столбика с накидом. Выполняю первый столбик с накидом и в эту же вершинку второй. То есть столбики с общим основанием. И так 3 раза. Первый раз выполнили, далее второй раз и третий. Выполнили. Далее следующую вершинку столбик с накидом и полустолбик. И у нас остается с вами одна вершинка. Я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И прежде чем продолжить, я останавливаюсь и хочу показать, что у меня получилось. Вот смотрите, видите, вот такая навязочка, такой лепесточек у нас с вами получается красивый, аккуратный. И мы сейчас находимся в центре и будем выполнять последний ряд моего лепестка. И прежде чем продолжить выполнение нашего 3-го ряда цветочка, хочу показать вам варианты, как можно выполнить этот 3-й ряд. Смотрите, можно выполнить с пико. И мы с вами будем сейчас выполнять с пико. Наш цветочек будет выглядеть вот таким образом. И можно выполнить без пико, то есть он будет смотреться вот так. Выбирайте для себя вариант. А мы с вами будем, как я уже сказала, выполнять наш цветочек с пико. И продолжим. Я выполняю воздушную петлю и работу разворачиваю. Далее в самую первую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик без накида и над ним выполняю пико. Повторюсь, можно выполнить просто столбики без накида, без пико, и у вас получится
другой вариант цветочка. 3 воздушные петли, ввожу крючок в вершинку, захватываю 2 нити вот таким образом и выполняю соединительную. Столбик без накида с пико готов. Далее я выполняю столбик без накида в следующую вершинку и опять с пико. Вот таким образом мы выполняем просто в каждую вершинку наших столбиков в предыдущем ряду столбики с пико. Я немножко быстрее это буду выполнять. Здесь все очень просто. Вот таким образом столбики без накида и пико из 3 воздушных петель мы выполняем с вами. Итак, мы с вами выполняем до конца нашего ряда в каждую вершинку. Мы с вами выполнили наш ряд с пико, выполнили 12 столбиков без накида с пико. И теперь очень внимательно смотрите, я от провязанного столбика, от провязанной вершинки пропускаю 1, 2, 2 вершинки, в 3-ю вершинку ввожу крючок и выполняю соединительную. И хорошо подтягиваю, то есть как бы закрепляю наш лепесточек вот таким образом, видите? Красивый и нежный получается. Далее в следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю еще одну соединительную. И теперь от нее выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее мы с вами вводим крючок опять же в полупетлю, следующую нашу, вот она. И выполняем столбик без накида. Вот таким образом. Далее работу разворачиваем и под арочку выполняем 7 столбиков без накида. То есть выполняем все точно так же, как в первом лепестке. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Выполняем все точно так же, как в нашем первом лепесточке. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 таких лепестков. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами связали все 6 лепесточков с пико. Вот такие красивые навязочки у нас с вами получились в виде лепестков. И теперь очень внимательно мы завершим выполнение нашего цветочка. После того, как мы по узору с вами выполнили соединительную и при этом закрепили наш последний лепесток, далее по узору у нас опять же идет с вами еще одна соединительная. Мы ее выполняем. И далее все очень просто. Я выполняю воздушную петлю, ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю. Мой цветочек готов. Вот такой нежный, красивый получился. Великолепно подойдет для любого декора. Я покажу изнанку. Ниточку убираем. Или можно этой ниточкой подшить бусинку в центр нашего цветочка. Бусинку можно взять любую. Ну, в моем случае я возьму беленькую. И вот такая красота у нас получится с вами. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший 3D цветочек. Украсит буквально любое изделие. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы планируете использовать такую красоту. И хочу показать, что такой цветочек можно выполнить буквально из любой пряжи. Он будет смотреться великолепно. Смотрите, это пряжа секционного крошения ангоровая. Видите, да? То есть великолепно смотрится. Можно заколочку сделать. Ну и, как я сказала, украсить буквально любое изделие. А это, как я и говорила, тоже пряжа однотонная или секционного крошения. Но я выполнила цветочек с пико и без. Выполнить ли его с пико или без, решать вам. В процессе работы я
рассказываю, как это сделать. Вот такие нежные у нас с вами сегодня цветочки получились. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях о ваших цветочках, что у вас получилось. И, конечно же, где вы использовали такую красоту.